Всем привет! Всем привет! Продолжаю ностальгировать по Вьетнаму и по его кухне. Хочу впервые в жизни, честно, попробовать приготовить салат, без которого ни один вьетнамский стол не обходится. Я уже сейчас не вспомню, как они его называют, но я отлично помню ингредиенты. Это огурец, морковка, редька, дайкон и зеленый неспелый манго. Что в нашем случае очень выгодно, потому что я несколько раз видел в магазинах, что незрелые манго продаются как уцененные. Я купил во Вьетнаме на рынке вот такую нарезалочку. Они все нарезают тонкой-тонкой соломинкой. Такой соломкой. Сейчас мы посмотрим, работает ли она. Пожалуй, исключение составляет только огурец. Огурец они режут руками. Но с этого и начнем. Мы его почистим. Уважаемый мастер, как вы считаете, можно ли назвать современных и не очень современных русских рэперов поэтами? Если да, то как бы вы назвали этот век? Золотой и серебряный уже были. Верно, золотой и серебряный уже были, поэтому с большим чувством облегчения мы этих высоких категорий исключаем. Обижать век не хочется, но ничего сильно воодушевляющего я вам про него сказать не готов. Что касается рэперов, то при всем моем к ним толерантном отношении все-таки есть рэперы, а есть поэты. На мой взгляд, это не совсем одно и то же. Впрочем, я могу заблуждаться. Сначала режем вот такими пластиночками. Вот это как раз те моменты, когда я с особой остротой ощущаю собственную неуклюжесть. Потому что, не научился я красиво работать ножом, тонко резать эти вещи. А вот здесь от тонкости порезки зависит очень много. Мне сегодня прислали очень интересную штуку. Парень держит в руках такой баллон с антисептическим средством. Иностранным каким-то, может быть, американским, где написано собственно, от чего он хорошо работает. В числе прочего написано «Коронавирус человеческий». А теперь посмотрите на дату, говорит человек, который держит этот баллончик. А дата там июнь месяц прошлого года, 19-го. И вот возникает вопрос. Если год назад уже не только знали про этот коронавирус, но даже выпускали антисептики ему посвященные, то что-то тут не то в этом датском королевстве. Этого не находите? Я давно подозреваю, что вот эта шумиха, эта истерика вокруг него кому-то очень нужна. Пока не понял, кому и зачем, но я боюсь, что со временем мы это узнаем. Возьмем морковочку. Итак, вот эта штука наша. Попки удалим. Как это делается? Должно как-то вот так делаться, да? Бинго! Смотрите-ка, как у настоящего вьетнамца, понимаете, да? Может быть, это надо делать не на весу. Может быть, я еще не все понял. Может быть, мне еще предстоит учиться и учиться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия. Но пройдут годы. Я освоюсь, поверьте мне. Есть такая у нас в хозяйстве круглая штука, где разные терки. Можно, конечно, и ее пользовать совершенно спокойно. Но мне захотелось быть аутентичным до конца. Вьетнамцы работают вот этой вещью. И работают виртуозно. Нет, вот смотрите. Раз от раза лучше и лучше. Вот так. Я думаю, что
После этого редька уже пойдет как по маслу. Бывает дайкон такой длинный. Я-то думаю, что они длинно используют. Но я думаю, что, во-первых, у нас нет выбора, во-вторых, вот почистить этой штучкой пресловутый дайкон не получается. Давай-ка мы все-таки его почистим ножом, потому что у него шкура толстая. Это я такой неумеха, не знаю. Может быть, я просто волнуюсь. Сколько дней подряд, спрашивают у меня, Андрей Вадимович, можете не употреблять алкоголь и прочие психостимулирующие препараты? И как вы себя после этого чувствуете? Ну, что касаемо прочих психостимулирующих препаратов, я их не потребляю вообще. А что касается алкоголя, я всегда вспоминаю такой пример. Вот представьте себе хорошо пьющего интеллигента. Он привык выпивать каждый день свои 250 грамм, чувствует себя прекрасно, а без этого, наоборот, чувствует себя отвратительно. И вдруг он заболел, у него инфекция. И доктор ему говорит: дорогой мой, мы вам прописываем антибиотики, но учтите, что они несовместимы с алкоголем, врет доктор. Нам при советской власти врачи упорно врали на эту тему. Поэтому 2 недели ни капли спиртного в рот. Человек понимает, что на кону стоит его здоровье, пьет антибиотики, не бухает и абсолютно нормально себя чувствует. Значит, нужно всего лишь какой-то дополнительный стимул или условие, и все наши привычки отступают на второй план. Так что, если Родина прикажет, проведу в трезвом состоянии ровно столько, сколько она потребует. Да я и без ее приказа вообще-то по жизни нахожусь в трезвом состоянии. Если бы я все время бухой ходил, я боюсь, что я бы и половины из того, что делаю, сделать не смог. Так что вы не демонизируйте мою любовь к спиртному. Да, я люблю выпить с друзьями, посидеть за хорошим столом, посмотреть друг другу в глаза, поговорить о всяких интересных вещах. Переношу я это легко. В свинское состояние не впадаю, чего и вам рекомендую настоятельно. Похмельем не мучаюсь, спасибо генетике. Так что я не знаю, какой себя категории отнести в этом смысле. Что-то сначала пошло, потом как-то не очень. Слушай, кто Ленин? На, кепка, играй. Я думаю, что она просто забивается. Ты ж потом все подмонтируешь, правда? Ты же хорошо ко мне относишься. Так, и вот теперь самое интересное, это вот зеленый манго. Где он? Вот он, да? Угу. Да, вот знакомый запах пошел. Этот вот запах зеленого манго, лайма и заправки. Заправка состоит из рыбного соуса, фиш-соус так называемый, в чистом виде, в общем, гадость. Но в сочетании с соей и с зеленым манго и с лаймом получается очень вкусно. Вот. Когда человек что-то умеет, смотреть на его работу просто загляденье. Кажется, что проще? Ага, возьми, попробуй. В общем, друзья мои, вам совершенно не обязательно искать именно вот такую вьетнамскую нарезалку. Возьмите обычный или ручной, или электрический процессор, который может сделать тоненькую соломинку.
Андрей Вадимович, был ли случай на съемках, когда приходилось заменять результат, приготовленного вместе с гостем? С кем, если не секрет? Спасибо. Вы не поверите, ни разу не было. Другое дело, что иногда у гостя получалось не так вкусно, как хотелось бы. Это я еще из той старой телевизионной поры вспоминаю. Помню, Киу, по-моему, Игорь Киу готовил мясо с сыром, запеченное в духовке. Я уже сразу подозревал, что что-то у него не то получится, потому что мясо было жесткое, сыр весь растекся, но вы же нюансов вкуса не ощутите. На вид было страшно, но допустимо. А, как правило, получается все очень здорово. Я даже удивляюсь, но люди стараются, люди готовятся, многие репетируют дома, ночами. Еще чуть-чуть дай. Там уже косточка пошла, видишь? Ну ладно. Харе. Теперь мы возьмем лайм. Сделаем вот так. Теперь мы возьмем вот этот самый пресловутый фиш-соус, рыбный соус, и соус соевый. И буквально понемножку его добавим. Так. Можно использовать креветки. Можно кинзу сюда добавить. Ну, вот так вот они просто листочки сюда кидали. Это мята. Очень интересно, что у нас получилось. Вьетнамцы палочками едят? Вьетнамцы едят палочками. Можно взять, еще сделать вот так. Вот так это выглядит. Вот такая штука. Сейчас я вам скажу, насколько это получилось похоже. Очень похоже. Попробуйте. Вдруг понравится.